Добро пожаловать, генерал, в Generals Zeraor. Карта Вендетта. Сверху стартует Team Step, генерал Фай, пехота Китая. Снизу Big Size, генерал Кассат, стелс, армия Гла. После просмотра пишите комментарии, ставьте лайк, дизлайк, подписывайтесь, бейте в колокол, а также подпишитесь на телеграм-канал. Поддержать выход новых видео донатом можно по ссылкам в описании. Два мастера сошлись на карте Вендетта в рамках челленджа до 6 побед. Счет 0-3, Team Step уверенно ведет, Сайзу надо догонять. В предыдущей игре за стелса был Team Step победителем. Повторит ли его успех Сайз, мы скоро узнаем. Ну что ж, разбег рабочих, продажа командного центра, ставится второй сапплай, третий сапплай ставится в 3 сапа, будет работать Сайз. Есть казарма, ставится военный завод и побежал подрывник вперед контролить саппалтраки. А вот как раз таки он и едет, и возможно даже и отменить рабочего. Ставится норка, возможно даже доедет. Слушайте, все-таки этот саппалтрак, но рабочий отступает и постройка на рейта прекращается. Ставится третий сап, готов, можно добывать. Саппалтрак едет дальше, подрывник остановился, налево идет миниганер, а тут рабочий от Сайза, можно пуститься в погоню и рабочего-то уничтожить. Бабах! И минус саппалтрак, отработал себя подрывничок, бежит, ну ждем техничку, я так полагаю, и подрыв, отмена скрапа на данный момент произошла, и Сайз уже его своей техничкой-то не возьмет. Миниганер бежит дальше, на центре норочку Сайз поставил. Ну и надо, наверное, дальше рабочим бежать. Это здесь еще норку устанавливать рядом с вышками. И взлетает Хеликс от Team Step. Много пехоты. Надо учить бункер и лететь, естественно. Уничтожать стелса, 2 сапплая, казарма, электростанция. Вот и весь билд от верхнего бойца. Ну и надо дозер гнать, естественно, на вот эти коробки, чтобы в будущем выйти в третий ресурсный. Если, конечно, игра в лейт перейдет, техничка катается. Она пустая? Она пустая. Ну там один есть. Один пехотинец там имеется. И бьется сейчас один из сапплаев Сайза. Начинает экономический Сайз страдать. Успел ли наспамить квадов? А может стингер поставил? Нет, стингера нет. Есть 2 квада, есть 3 ракетчика. Нужно пытаться противостоять. Team Step летит. Получает, конечно, его Хеликс сейчас по щам. Пробивается норка, нужно отступать, высаживаться и пробивать. Тем временем подрывничка привез Сайз. Если там еще какая-то пехота. Минус саппалтраки, убертеч. И минус один из дозеров. Team Step высаживается, успевает. Но Хеликс падает все-таки. Пробивается еще один из ресурсных центров стелса. Есть тут только один ракетчик, но он абсолютно не помешает этой пехоте. Плюс еще есть миниганер. Ракетчик минус сапплай также уничтожен. Ракетчики здесь остались, но Хеликс уже второй их дорабатывает. И дозер поехал, ставит третий ресурсный центр. Ракетчики здесь бегают, но нужно садить их в Хеликс. Вопрос, сколько там пехотинцев. Да, есть там несколько штук. Тем временем бежит подрывник, и можно попробовать отменить саппалтрак. А тем временем убертеч, он позже, это последний дозер сейчас у Team Step, и Team Step его теряет. У него не получилось отстроить третий ресурсный центр, и он остается теперь только с 2. Так еще один саппалтрак здесь от подрывника потерял. А тем временем пехота от Team Step наступает, гоняет тут по базе Сайза. Сайз в один ресурсный центр остался. Есть у него тут 5 квадов, есть ракетчики. Нужно срочно что-то предпринимать. И слева есть норочка. Да, печальная ситуация сейчас, мне кажется, у обоих бойцов. Теряет Сайз военный завод. Ставит казарму. Казарма тоже была уничтожена. Соответственно, сейчас Сайз не сможет спамить норы. И тем временем квады идут в наступление. Контрнаступление началось от великого датчанина. Работает тем временем еще и убертеч. Пробивается Филд. Взлетают Хеликс. Начинает пробивать эти самые квады. Пробивается саппалтрак. Один из Хеликсов падает. Нужно добивать Филд. Квады пытаются отступить, и вроде бы как даже и получается, но еще один квад потери, и падает Хеликс на пол, на землю. Пехота до конца закрывается, и, возможно, даже сейчас Team Step потеряет свой сапплай, но у Big Size эта ситуация тоже не лучше. Ему добивается здесь на раз, сапплай был потерян, остается только казарма, нужно срочно ставить каркас, и квад помогает убертечь добить сапплай. У Team Step остается 3 здания, каленый Хеликс тут летает, и слева стоит казарма. Сайзу полностью очистили мейн. Просто сейчас в каком-то аду находятся бойцы. И я думаю, что самое время цитаты. Уинстон Черчилль сказал: если вы проходите через ад, продолжайте идти. Кому придет идея останавливаться в аду? Вот так говорил Уинстон Черчилль.
Пробивается еще один ресурсный центр, остается у Тимстепа 2 здания, один каленый Хеликс, есть пехота, денег мало, но можно еще пехоту подспамить, еще есть, ну, 300 уже баксов осталось, тут Бертеч с 3 лычками, нужно срочно отступать, иначе Хеликс ее догонит, ну, конечно, если догонит Хеликс-то. Каленый Норки, кстати, слева-то нету, Сайт закрывает последнюю пехоту Тимстепу здесь, на базе у себя, да, тут все, что было, уже прошло, все уничтожено, вся пехота закрыта. Ставится еще одна казарма, слева казарма уничтожается, тем временем Квад справа тут гоняет. А где же Убертеч? Она где-то в норке, наверное, сидит. Есть рабочие, казарму ставят, но денег на сапплай-то уже и нету. У Тимстепа, в принципе, тоже уже все деньги он израсходовал. Много пехоты, Хеликс летает, его даже, блин, не подчинить. Есть электростанция, есть казарма, это и все. Сайт так вообще одно здание, а пехота уходит направо. На центре пробивает дом. Надо пехоту-то, наверное, высаживать. В Убертеч загружать и ехать добивать последние 2 здания здесь. Где же Квад? А Квад справа гоняет. Там тем временем пехота. Пехоту можно даже вот сюда в домик-то посадить. Пробивается еще одно здание. Да где же Убертеч? А она так по-прежнему на центре катается. Но, наверное, вот вгрызаться в бой с этой пехотой-то не стоит. Тут очень много ракетчиков. И, наверное, Убертеч просто будет уничтожена. Квад возвращается на базу под казарму. Здесь рабочие также стоят. Причем даже у некоторых рабочих тут коробочки есть. Но их никуда не принесешь. Склад уничтожен, нет сапплая. Ну и налево уходит техничка. Тем временем также и пехотинцы, слушайте, слева расположились. Неужели Тимстеп все видит? Тимстеп. И тем временем даже и Хеликс тут стоит, дежурит. Так с 2 сторон расположились. Тем временем пехота идет вперед. Тут казарма, есть Квад. Надо попробовать как-то отконтрить эту пехоту. Тем временем Убертеч прикатила. Там есть ракетчики. Убертеч сливается и почти убил. Убил Хеликс. Хеликс лег, и осталось 2 здания, 1 ракетчик, а тем временем Сайцу добивает казарму. Все, Сайц. GG. Стелс терпит поражение. Крутой, очень динамичный бой, спасибо бойцам, круто сделали, прям очень мне понравилось. Всем желаю удачи, скоро мировая серия, надеюсь, вы нас не разочаруете. Ну а на сегодня это все. Если вам понравилось данное видео, то пишите комментарии, ставьте лайк, дизлайк, подписывайтесь на канал и подпишитесь на телеграм-канал. С вами был Алекс General и Generals Zeraor.